Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Я сегодня хочу пройти по нашей улице Центральной в районе Теджи по Гази-Паше. Начну я свой путь с улицы Университетской и пройду по центру района. Ребята, кому интересно, это вечерняя прогулка. Мы пройдемся с вами, посмотрим, что изменилось на этой улице. В общем, вы все увидите сами. Кому интересно, присоединяйтесь и пойдемте смотреть. Я вас приглашаю. Все, идемте смотреть. Я вышла из дома. Вот если прямо идти, это дорога, и повернуть направо чуть дальше. Вот за этими домами дорога к рынку по субботам. Ну, а я прохожу вот по этой улице. Здесь, я знаю, многие купили квартиру в этих сите. И прохожу на улицу Университетскую. Выйду вот посерединке. Здесь есть и новые сите, и уже построены несколько лет назад. Я перехожу перекресток, здесь такой оживленный. Смотрите, машины прям со всех сторон едут. Все возвращаются с работы в свои дома. Ну а мы идем прямо. Здесь везде асфальт. Видите, по бокам тротуара пока нет, срач. Но я показываю всегда то, как есть на самом деле. Вы же знаете, я не риэлтор, ничего не продаю. Просто все показываю. Вот это все полностью новостроечки. Солнышко светит, немножко не очень видно. Но я дойду до начала улицы и поверну камеру, и вы все увидите. Вот так все смотрится. Это все новостроечки. Вдруг ваши окошки здесь вы увидите. Я вышла на начало Университетской. Вот это первые дома, это новостройки. А если туда пройти, морской колледж и море. Вот так дома покажу. Уже живут люди. Внизу пока ничего нет, коммерции нет. Но сите все, видите, обустроены. Зелень, все, пальмы, бассейны, все, как говорится, есть. И вот так улица Университетская широкая. Очень много новых домов. Здесь магазинчик открыли буквально несколько дней назад. Ну, видите, возле магазина что творится. Ну, это Турция. Пройдем вперед и посмотрим. Дорога шикарная. Все разлинеяли, видите, полоски, все очень классно. Две больших полосы. И помимо еще, где удобно машинам останавливаться и парковаться, которые не заезжают, например, в сите, да? Вот так. Импераперла сите. Вот так оно выглядит. Заходить не будем, потому что там, видите, закрыто все. Мы пройдем. Еще хочу вот сюда свернуть немножко в переулочек, показать. Здесь многие тоже купили квартиры. И покажу, как есть сейчас. Вот так все, видите, дорогу везде асфальт сделали, тротуар, все уложили, просто замечательно. Вот такие все дома. Это новый дом. Это сите тоже новое все. Немножко отойду с дорожки. Так. Все, территории, все закрыто. И такие территории поближе. Подниму камеру повыше, чтобы вы посмотрели. Вот так все есть на самом деле. Хочу вам показать, какая красота. Смотрите. Помните, как я говорила? Это не цветок. Цветок вот это вот махонький-махонький. Вот это цветок. А это все листья. Но все равно очень приятно и радует глаз. Здесь таких очень много садят.
растений во многих сите. Очень красиво все. Вот так все выглядит, ребята. Ну, видите, тротуар тротуаром, но вот такие бурьяны растут не только на окраинах, но и на главных дорогах. И вот так мы выходим на нашу университетскую. Вот это сите через дорогу Калаба Премиум. Слышу шум, детки купаются в бассейне. Так выглядит сите. А я дохожу сюда. Здесь Анна Маркет. Продукты можно купить любые, такие, которые мы привыкли. И Carrefour магазин. Он небольшой, но рыбу здесь не продают. Я заходила, нет. Только такое все мелкое. Здесь тоже, видите, закрыто. Ничего пока не видно. Вот так. Нужно вызывать продавца из соседнего отдела и только заходить в магазин. Посмотреть, что там есть. Улица, конечно, шикарная. Целый проспект. Солнышко светит. Не все хорошо видно, но я вам покажу вот так. И слышите, как петухи орут? Кто-то держит, наверное. Капыджи какой-нибудь, пару курочек там держит. И петуха. Вот они орут. Здесь такое огромное поле. Пока еще ничего не застроено, оно пустое. Но я думаю, в скором времени все застроится. Вот такая дорога ездит. Видите, как двойную сплошную пересек и пофиг дым. Поехал. Это Турция. Вот это сите. Подходим Ком Элит. Вот так, с этой стороны. Сейчас я перейду дорогу. То здесь грузовик. Не очень удобно. И машина то ли едет, то ли не едет медленно. Но мы пройдем побыстрее. Вот так все выглядит сейчас. Помните, здесь были все перерыто. А сейчас какая красота. Но не везде, конечно, все убрали. Кое-где еще оставили. Не знаю для чего, но посреди дороги, видите, песок. Еще не убрано. Ну, как есть. Вот это новое сите строят. Оно еще не заселено. Там пусто. Уже темнеет немножко, но фонари еще не включились. Ребята, мы идем по университетской. Вот прям очень красиво. По сравнению с тем, что было буквально полгода назад, ни дорог не было, ничего. Сейчас такая красота. Идешь и приятно смотреть. Сейчас вот поверну камеру. Начало, как говорится, поворота на нашу Газипашу. Вы посмотрите, как все поменялось. Я остановилась у сите Глория. По-моему, вот так покажу вам немножко. Высокий дом. Смотрите, как красиво пальмы на въезде, да? Да, Глория. Подъехала машина, ждет, когда откроют въезд, и она заедет. И смотрите, здесь посадили деревья. Вот такая красота. Солнышко немножко, видите, как не дает яркости. Все засыпали, поливают обязательно каждый день. Ну, рядом пустырь, на который все сбрасывали. Здесь немножко почище, там чуть погрязнее. Но приятно смотреть, когда уже высажены деревья. Замечательно. В этом климате они быстро вырастут. Вот солнце, видите, на закат идет. Солнышко идет на закат, поэтому не очень хорошо видно, наверное, в камере. Вы уж, ребята, не обижайтесь. Но хочу пройти вместе с вами. И когда зажгутся огни на центральной улице от фонарей, вы посмотрите, как красиво. Такая широкая дорога, как будто взлетная полоса на аэродроме, да? Очень приятно смотреть, сколько деревьев высадили. Душа радуется и глазам приятно. Сейчас поверну камеру, и вы сами все увидите. Смотрите, вот все
полностью молодые деревья. Есть такие, знаете, чем-то похожие на наш клен. Они будут осыпаться зимой. Но есть такие деревья, которые будут расти сиреневыми, цвести сиреневыми цветами. А вот это, я не знаю, похоже на лимон листья, но высоко не достать. И вот так полностью вся аллейка. Видите, как молодые деревца. Здесь немножечко почистили все. Были огромнейшие горы всякого мусора, то, что снимали с дорог, асфальт. В общем, куда-то сейчас берут на отсыпку. Как обычно делают. С одной стороны убирают и перебрасывают в другое место. Ну, а когда понадобится, уже или отсыпают, или потом землю привозят. Видите, они отсыпали, потом привезли такие землю, сделали луночки. Машины поливают каждый день, я вижу. Поэтому, я думаю, деревья быстренько приживутся, и все будет хорошо. Сейчас вот так выглядит все. Вот так за поворот Университетская. Сейчас мы на Гази-Паше, центральная улица. Вот так она выглядит. Широкая-широкая. Сколько полос. Сейчас машина проедет. Ну, этот хоть показал поворот. А так обычно они едут, никогда не показывают. Вот куда ему нужно, туда он и едет. Вот так, смотрите, как все классно. Здесь, конечно, куча. Видите, все остатки. Но потихоньку все равно все убирают, куда-то отвозят. А вот это, помните, я говорила, как быстро строят? Сколько здесь? Раз, два, три. 3 дома или 4 даже. Вот так стоит, вот так. И здесь или 1, или 2. В общем, подойдем, посмотрим, сколько построили. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9-й этаж уже строят. Это крупный застройщик. Здесь квартиры разные. По-моему, и 1+1, и 2, и 3+1. Вот быстро строят. Помните, я показывала шортс был, по-моему, где дом сложился за один день. Маленький такой, я не знаю, 7-этажный был, по-моему. И его рушили не кранами, а как-то, я не знаю, может, что-то заложили, что он как вот так сложился, прям этаж на этаж. И вот такие деревца. Видите, как забор всегда стоит, пока не закончится стройка. Сейчас подойду поближе, посмотрим, кто застройщик. Так, Импера. Но здесь, наверное, несколько. Потому что, видите, очень много разных афиш. Раньше была одна, вот с торца. Сейчас, наверное, и этот еще ЕП, да, Зюр ЕП. В общем, несколько. Покажу вам, какие квартиры будут. Вот так показывают обычно панорамные видео, что, видите, и фитнес должен быть, и хамам. Вот внизу нарисован. И сауна, поэтому барная стойка даже, с ума сойти. Вот так все должно быть по проекту. Но как будет на самом деле, неизвестно. Потому что иногда проекты не совпадают с тем, что предлагают. Вот так. Вот это была изначально вот такая реклама. Да, 3 дома. Один вот так, поперек и возле дороги. Строят очень быстро. Рядышком Альпсити 3, если у вас квартира здесь. Это вот северная сторона, которая на горы смотрит. Вот так покажу. Горы вот, ну, недалеко. Они, конечно, в тумане немножко, их не четко видно, но кажутся недалеко. Но когда начнешь ехать, очень далеко. Перейду дорогу, надо быть внимательной, потому что все возвращаются с работы и быстро едут. Вот это Сите. Видите, уже горки собрали, ничего не было. Буквально за пару месяцев все собрали. Очень красиво. Пальмы здесь, все такое. Ну, деревья везде. Бачки, видите, вывозят постоянно, несколько раз в течение дня.
Поэтому очень удобно. А это у нас Сите. Сейчас глянем. Агденис Конут Лары. Вот такое Сите. Оно уже построено давно. Вот это вот. И вот эти мне нравятся. Такие, видите? Очень красиво построены. Территория шикарно ухожена. Я не знаю, они два блока или разные, но... Или вот это так дом стоит, а другой может быть за ним. А посередине делают обычный бассейн. И все такое остальное. Тут уже деревья более крупные такие, смотрю. А вот это, помните, я сказала, что будет цвести такими сиреневыми цветами. Очень красивые деревья. Ну, которые будут листья опадать. Конечно, зимой они будут лысые, но не все. Вот такая дорожка классная. Я не знаю, будут ли сюда еще сеять траву между ними, или останется так и земля. Конечно, хотелось, чтобы зелено было, да? Как бы не только сверху, но и внизу. Вот так покажу, ребятки. Такая красота. Сейчас попробую переступить, пока машин нету. Выйду. Вот смотрите, мы стоим даже не посередине, но я вижу вот последний маленький. Это конец Гази-Паши. Так что мы пройдем, все посмотрим. И с этой стороны вот туда доходит. Так вот, если посмотреть, район Теджи, он небольшой. Но как-то все компактно, очень хорошо. Ну и как всегда, смотрите, видите как? Сделали асфальт, но люк почему-то ниже, сантиметров на 5. Если не больше, это плохо. Центральную улицу все хорошо сделали асфальтом, боковые еще. Те, которые были старые дороги, так и остались, пока ничего не сделали. Вот здесь магазинчик открылся, продуктовый, и там еще можно пожарить гриль. Поэтому есть у них такой мангал, они могут пожарить. Ну а с этой стороны, вот смотрите, какие камыши. Их никто не поливает, но здесь просто дебри. И дома. Лавинья. Здесь много новостроечек, поэтому у кого есть квартиры, ребятки, я вам показываю. Вот такой магазинчик. Видите, там витринка на улице прям очень хорошо. Ну, заходить не будем, потому что если начнем заходить во все магазины, мы дальше ничего не увидим. Камера не сфокусирует хорошо. Какие-то деревья стоят еще без колышки не поставили. Но на другой стороне, я смотрю, уже видите, такие колышки есть, чтобы деревья не косились. Вот как вот это, да, криво стоит. Все хорошо потом сделают. Ну, я надеюсь, что на этой стороне тоже все будет классно. Сейчас мы подойдем к перекрестку. Направо у нас будет дорога идти к субботнему рынку. Вот если сюда посмотреть, вот дорога к субботнему рынку. И туда проехать не так далеко, ну метров 200 может, да, может и меньше. Там субботний рынок. И вот такая. Перейдем дорогу, давайте, ребята, потихонечку, потому что едут со всех сторон. И с той стороны, и с той. Здесь пешеходного перехода не нарисован, нету. Поэтому идем, как идем. Здесь магазин сетевой БИМ. Хороший магазин. Очень такой, знаете, много товара всегда. И тут такая красоточка лежит. Посмотрите, да, кисюнечка. Вот такая красоточка. Вот она какая. Как ей классно здесь, да? Она стерилизованная. Видите, ушечко отрезано. Куда ты такая, да, играть хочешь? Ушко отрезано, кусочек. Значит, кошечка стерилизованная. Вот такая воображулька. Ой, зеваем как. Ладно, ребята, пойдемте посмотрим. Здесь много. На центральной улице очень много всего.
магазины, офисы есть, которые агентства недвижимости. В общем, очень много всего. Так, я подхожу здесь с правой стороны. Есть пекарня. Пекут хлеб свежий. Можно все заказать, даже свою еду принести. Ну как, заготовку принести, а вам все приготовят. И кафешечки. И вот по этой стороне, вот если идти до трассы Д400, это вот последний дом, и за ними идет уже трасса Д400. Здесь очень много магазинов, и цветы есть, и там люстры, и мороженое вкусное, которое, помните, я вам показывала? Обалденное мороженое. Очень много всего. А здесь вот магазин сетевой «Шок», а напротив кооператив. Тоже сетевой магазин. Много в городе этой марки магазины есть. Поэтому вот так все выглядит. И балкончик. Представляете, какой балкон себе пристроили? Здесь 2 квартиры можно сделать. Вот, скорее всего, застекленная. Вот эта квартира дополнительно. Это балкон метров на 10, если не больше. И с другой стороны, по-моему, вот тоже, видите, даже труба торчит. Тоже сделана квартира. Я не знаю, здесь дополнительно построили себе квартиру. Но в Турции это все реально. Кто живет на первом высоком этаже, можно пристраивать, и никаких проблем. Разметку сделали. Все четко. Классные. Вот смотрите, все дома показываю. И с этой стороны вот поверну. Я знаю, что квартиры есть. Вот здесь это все. Вот там дальше новые дома. Поэтому, ну, пройдемте, ребята. Вот смотрите, как. Я хочу перейти дорожку немножко, пока машин нету. Вот на эту сторону. Здесь когда-то было бахче. Ну, пенсионеры занимались огородиками. Сейчас ничего нету, но по проекту должны быть парк. Вот возле субботнего рынка должен быть парк, где бахче было, и здесь. Вот так, видите, все огородили, деревца. Здесь уже более тоненькие такие, более хрупкие. Но я думаю, они приживутся и будет очень хорошо. И дорога, видите, насколько она широкая стала. Мусора, конечно, много, но никуда не денешься. Не все сразу. Я думаю, со временем, когда будет все облагоустроено, тогда уже и будут как-то, может, и люди меньше бросать мусор. И будут лучше убирать. Хотя, посмотришь, вот дворники каждое утро приходят, все убирают, подметают, снимают видео, что они убрали, и идут дальше. Вот так, видите, как классно. И вот такие дома, новостройки, уже живут люди. Табличку пока еще не написали на сите. Пока пусто. Птички бегают. Перебежал с дороги другой, оттуда. Спросил, что вы снимаете. И захотел, чтобы я попал в кадр. Все, гуля-гуля. Вот такие ребята здесь. Деткам интересно все. Не боятся, не фотографироваться, ничего. Очень интересуются всем. Вот такие детки. И вот это новый дом. Смотрите, вдруг окна ваши. Но вот с этой стороны старые дома. Далеко не хочу выходить, потому что, видите, машины как раз едут. И вот так все покажу вам, ребята. Деревья хорошо посадили часто, не редко. Ну, я не знаю, метра раз-два, метров 5, наверное, расстояние дерева от дерева. Поэтому, когда будет крона, будет сплошным ковром. Здесь что открыли? Парикмахерская есть. Потом магазин. Такой алкомаркет. Табака. И, по-моему, шторы. А, еще какой-то открыли с обувью. Да, вот смотрите, его не было. Ну, такое летние шлепки, летний ассортимент. А здесь шторы ПРД. Вы можете заказать по вашему размеру квартиры, по окну, и вам все пошьют. Вот так покажу вам.
дом, люди живут. Ой, лошадка упала, девочка. Покатила, и она свалилась. Лови. Играют детвора. Ну, люк, смотрите, как опасно, да? Можно провалиться, и там такая яма. Ладно, ребята, идем дальше смотреть, что есть. На другой стороне деревья, уже пальмы, видите, какие большие? Как они классно смотрятся. Здесь старые дома, но многие тоже покупали квартиры в этих домах. Вот уже луна появилась на небе. Скоро начнет темнеть. Но я надеюсь, что до конца, пока мы дойдем, все будет камера фиксировать. Вот такие красотульки. И это все новостроечки. Я еще показывала, что рядом с этими новостройками, вот там есть пустырь за этим домом, и там будет семейная поликлиника государственная, но строить будет частный инвестор, не государство. Поэтому надеемся, что построят быстро. Будем смотреть, когда начнется это строительство. Я буду проезжать там. А так покажу вам, ребята, смотрите. Здесь тоже уже живут люди, балконы застеклили. Такие интересные фасады, закругленные балкончики. Красиво смотрится. А наверху, вот представляете, вот тут-то не такие террасы. А вот на тех домах террасы выходят. Они как бы, видите, вот таким вот на этом доме покажу. Вы представляете, кто купил, какой балкон? Там можно и летний сад сделать, и дополнительно еще комнату построить. Вот так. Автобусы ходят. Много электроавтобусов стало ходить. Ну, везде баннеры такие, видите. Вот. Что приедут и все посадят. Такая красота. Не везде дорога сделана, как я сказала, видите, центральная есть, но боковые дороги еще не везде. Ну, по крайней мере, здесь сняли все ненужное, выровняли ровненько. Я думаю, в ближайшее время начнут заниматься этим участком. Причем делают очень быстро. Это продуктовый магазин, Алкомаркет. Здесь, ну, очень много продуктов, все есть. Сейчас я перейду дорогу и поверну камеру. Посмотрим. Сейчас быстренько надо перебежать, потому что очень опасно. Здесь пустырь. И я поверну камеру. Вот эти дома, да. Вы спрашивали, где можно обменять валюту. Вот в этом доме. Вот там есть магазин «Золотой». Там можно обменять валюту. Поэтому не нужно ехать в город. Спокойно зашли, обменяли. Захотели прикупить золото. Можно прикупить. Так, вот это сито, я смотрю. Табличку повесили. Nova Life. Вот это его построили очень быстро. Я помню, мы с мужем гуляли здесь. Все такое, знаете, провода торчат наружу. Все это. А сейчас шикарно смотрится. Магазин открыли. Касап. Это мясной магазин. Здесь продают баранину, говядину и курицу. Вот как приятно смотреть, да, когда вот эти деревья вырастут. И такая будет классная наша центральная улица. Немножко остановлюсь, покажу. Вот это все новостроечки. Очень много всего. Магазины, кафешки. Вот это кафе Джан-Джан. Когда-то здесь, ну, я не знаю, в прошлом году, по-моему, продавали плитку. Но съехали ребята и сейчас открыли кафе. А рядышком кебаб и кокореч. Кокореч — это бараньи кишки на вертеле. Их жарят до хруста. Ну, я никак не могу решиться попробовать их. Что-то мне стрёмно, не знаю. Напишите, если кто пробовал, как вам на вкус, понравилось это блюдо или нет. Но пахнет, знаете, на мангале, когда жарят, приятный такой запах. Но на вкус не знаю. А здесь вот эта центральная аптека, Эджзане. Хорошая большая аптека. Очень удобно. Поэтому, если что, ну, в конце, чуть дальше будет еще одна аптека, но уже поменьше. А это вот очень большая.
с этой стороны вот это ботаник, несколько блоков, но они идут туда вглубь. Это вот первый блок, название я не знаю, какая там нумерация, но их несколько. И новый дом, который, вот этот коричневый, это рядом со школой. Он еще не сдался, но удобно, кто купил квартиры, там стеклят сразу балконы, поэтому все очень классно. Сейчас я перейду дорогу, чтобы вам показать вот эту противоположную сторону, и вы бы увидели все. Хотя машины так несутся, что другой раз не хочется переходить. Смотрите, ребята, что здесь открылось. Алкомаркет, потом ветклиника для животных, очень хорошо. Есть магазин для животных, корма, все. Очень классно. Я здесь покупала корм, поэтому хороший магазинчик, хороший выбор. Ну, дома показываю, вдруг ваши окна здесь, поэтому вот так все смотрится со стороны. Здесь готовят тантуни, очень вкусно. Мы ходили и пробовали, очень вкусные тантуни. Видите, как сделали красиво. Кто-то деревья садили, а некоторые владельцы захотели посадить такие маленькие елочки. И вот так все смотрится классно. Здесь тоже у нас пекарня. Готовят все, можно покушать в зале внутри, можно на улице. Все делают, видите, как красиво подсветочка. И тут сладости продают, но сладости такие на масле жареные, они, конечно, очень вредные. Здравствуйте. Вот такие колечки, я вам поближе покажу. Это все жарится на масле. Это очень сладко и очень калорийно. Так, пройдем дальше, посмотрим. Здесь открылся суши, кафе суши. Они посадили пальмы, такую территорию. Смотрите, как сделали хорошо. Кресла мягкие, приятно сидеть, не только внутри с кондиционером, но можно и на улице посидеть. Вот такое меню. Кому интересно, делайте скриншот. Что есть: напитки, кофе, роллы. Ну, не на все роллы, я смотрю, цены нету. Вот здесь только написано. Но это нужно узнавать и сколько что стоит. Очень интересно все оформили. Поэтому ребята молодцы. Кофе здесь таблички есть. Вот какие цены. Но есть такие еще проспекты на столиках. Вот, ребята, показываю. Если что, делайте скриншот. Ага, это, кстати, реклама какая-то. Не кафе, а именно салона. Видите, можно все процедуры косметические делать. Поэтому и парикмахерская, все вместе. Оставили как рекламную такую листовочку. Рядышком же находится пицца Анатолия. Мы тоже, кстати, пиццу заказывали, но давно уже. Пиццу быстро готовят, очень вкусная, на тонком тесте. Тоже хорошо сделана зона. Но суши, конечно, они разорились немножко. И рядом находится сетевой магазин А101. Вот так еще подниму вам, чтобы посмотрели. Вдруг ваши окошки на эту сторону. Это сторона южная. И идемте дальше, ребята, посмотрим. Это, как я и сказала, ботаник. И дальше туда пошли дома. Все. Море здесь недалеко. Очень близко. Вот буквально вот этот дом крайний, да? И от него, ну, метров 50. Там уже море. Ну, может, 70 метров. Где-то так. Там есть оливковая, то есть не оливковая, а эвкалиптовая роща. Мы проезжаем мимо. И уже море. Очень близко. Так, что хочу показать. Вот это новая школа. Как вы знаете, шикарная школа. Дети учатся. Построили ее за 1 год. И ребята уже занимаются. Очень хорошо. Но дорожки меня так радуют. Смотрите, как классно, да? Вот так еще поверну.
Дом пока не заселен, он еще не сдан в эксплуатацию. Смотрю, ламинат. Ну, внутренние работы, наверное, кухни делают, все такое, поэтому вот так. Но фасад открыли. Я думаю, что здесь, может, быстро сделают для коммерции и откроют магазин какой. Все торопятся сразу сдавать в аренду свои места. Кто продает, кто сдает. Вот это дом, вот раз, два, три блока. Это Элексус. В середине у них бассейн шикарный. Комплекс недавно построен, я не знаю, года 3, наверное, назад. А может поменьше. Напишите, если у вас квартира здесь, когда он построен. Потому что 3 года назад он еще не сдавался. Котлован был, все строилось. Ну, я не знаю, скорее всего, в прошлом году его сдали. А вот это, вот смотрите, ребята, территория вот отсюда и до конца. Это частная территория. Здесь турецкий дом, 2- или 3-этажный, бассейн. Там и курочки, и все есть. Представляете? Иметь такой участок земли, это, я не знаю, миллионы миллионов стоит. Вот видите, под черепицей это дом. Территория шикарная. Очень красиво. И покажу вам школу. За забором такой высокий забор, чтобы никто не перелез. За детками очень внимательно смотрят. Все вот так выглядит. Видите, такой заборчик. Хмель, или я не знаю, или дикий виноград, вот что-то. И вот такой высокий дом. Очень классно. Да, когда свой дом, своя территория, можно выйти во дворе, как говорится, поставить стол, там бассейн. Это же вообще круто. Не сравнить с квартирами, тем более такие, которые сейчас строятся. Если раньше квартиры строились огромные, бывает, что 2 квартиры на этаж, то сейчас по 6, по 8 квартир на этаж маленькие делают. По проекту пишут, что большая квартира, но на самом деле небольшая, поэтому будьте внимательны при покупках. Здесь рядом со школой открыли магазинчики, канцелярия, все есть, мороженое продают. На углу это парикмахерская. Ну, не вижу, как-то окна приспущены, занавески, скорее всего, закрыто пока. Ну, уже вечер, я думаю, рабочий день закончился, хотя турки работают допоздна. И хочу показать, вот смотрите, какой участок, какие красивые вот деревья. Это все этот участок, который человек имеет, да? Красота. Ладно, ребята, пойдемте дальше. Здесь магазин, все оптом, продается бытовая химия, ну, большими емкостями, поэтому не очень удобно брать. А здесь вот агентства в основном идут недвижимости. Очень много, прям друг на друге. А дальше в конце там кафе, ну, такое, Твикс кебаб. Поэтому еда на мангале, можно заказать, покушать. Мы, кстати, были там. Ну, давно уже были. С этой стороны я вам покажу дом. И что у нас открылось? Магазин открылся. Продуктовый. Здесь овощи. Да, очень приятно. Привет. Мы вот тут живем. Пожалуйста. Вот мужчина идет, говорит, мой подписчик в Элексусе живет, и всегда передавали привет. Ну, очень приятно, да? Когда видишь знакомых и помогаешь ребятам в чем-то своим советом, или просто вот я показываю видео, и уже люди знают, что где находится. Так, ребята, я отвлеклась. Что здесь? Овощной магазин, потом антика, это антикварный магазин. Такой, ну, подойду поближе, вдруг кому интересна эта тема, можно зайти будет снять. Я еще этот магазин не снимала, поэтому напишите, если вы хотите увидеть этот магазин, я сделаю обязательно обзор. Ой, ну как мне нравится здесь все. Я обязательно сюда приду и сделаю обзор. Если разрешит продавец снять все, ну, я думаю, разрешит, ему тоже это в его интересах, чтобы больше людей видели весь ассортимент. Видите, за стеклом не очень хорошо видно,
старинные лампы такие, мечи, или как их, я не знаю правильно, ножи, или, ну, в общем, все такое. Все, зайду, обязательно сниму. Так, ребятки, что еще? Немножко отойду, чтобы видно было со стороны. Здесь, по-моему, все для автомобилей. Видите, вот, ну, как дополнительно делают, украшают автомобиль. Поэтому я в этом не понимаю ничего, но как бы показываю, если кому интересно, можете зайти и посмотреть. И Семит-Сарай. Здесь пекарня открылась. Она недавно открылась, но, не знаю, наверное, месяца 3. Вот так. Много хлеба, булки, все-все, свежая выпечка. Вот так все выглядит. Огни, еще фонари не зажглись. Видите как? Обычно как-то рано зажигаются, но пока светло еще. Немножечко не зажглись. Но солнышко садится, жалко, заката невозможно снять. Потому что, видите, вот оно в горы садится, вот солнышко прям, лучики его. А оно сядет быстро, и все, и сразу все темно. Здесь тоже кафешечки. Так, Бавума, это кафешечка. Здесь, по-моему, делают макароны и всякие такие вафли. Здесь готовят. Да, я когда-то делала обзор, когда они открылись только. И рядышком здесь, по-моему, пицца. Но я не знаю, работает или нет. Я тогда приходила, было закрыто. А сейчас она работает. Вот она, пицца Марс. Есть телефончик. Можете прийти и заказать пиццу. Как всегда, показываю все, как есть на самом деле. А вот это вот с этой стороны Lexus, вот мужчина, который проходил только что, вот он здесь живет. Вот такая красота. Ребята, не надоело вам? Иду, и вот на улице влажность такая. Вот что мыл голову, как говорится, что не мыл, у меня как чуть влажность, волосы все начинают крутиться сами по себе. Поэтому, видите, как вечер, но на улице очень влажно. Но хорошо, хоть солнце не печет. Так, ребята, дальше показываю. Это Мухтар, администрация района Мухтар-Джи. Здесь мы когда-то, как я и говорила, вот там первые двери, мы ходили на уроки турецкого языка. А сейчас еще иногда, я не знаю, привозят или нет, но раньше как-то привозили вот еду, которым, ну, тяжело людям, да, покупать. Поэтому приготовят готовую еду, и люди приходили, брали. Платили там, я не знаю, 35 лир, по-моему. Не знаю, есть сейчас или нет такое. Если кто знает, напишите. И здесь же есть такая водичка, можно, вот видите, попить. Можно руки помыть, все что угодно. И горка, и не несколько, вот тут за мусорными баками немножко отойду, вот тренажеры спортивные там есть, можно заняться спортом. Так, я стою у Alp City Gold, это 6-я стройка застройщика. Вот так, смотрите, окошки. И здесь тоже открылся, что у нас открылось? Кафешка. Здесь делают... Что они делают? Ну, я смотрю, много чего. И гизлюме, и все делают. Да, можно покушать, и чорба есть, и очень много всего. Видите, пельмени, но я не знаю, пельмени делают они или нет. Ну, в общем, сыкма, береки. Вот так, видите, есть телефончик. Я думаю, что и на вынос, как обычно, готовят, и можно прийти покушать. Поэтому, ребята, голодными, если приедете, вы не останетесь. Так, еще здесь какая-то кафешка открылась. Ой, каждый день Анта, видите, тоже открылась, наверное, недавно, потому что я как-то проезжала и не видела. Ну, готовят, как обычно, тоже береки и все такое. И магазин одежды, кстати, вот смотрите, женский магазин одежды открылся. Капец, вот давно не была на этой улице. Вроде бы проезжаешь, но не замечаешь всего. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Вот такие футболочки с принтом. Сейчас повыше повешу. Сколько она? 1500 лир.
Ну, тут 600 сверху написано. Наверное, какие-то платья вот эти все-таки по скидочкам. Сейчас посмотрим. Нет, цены ничего не видно. Это нужно спрашивать у продавца, но заходить я не буду. Здесь по 400 лир, магазинчик небольшой. Поэтому, ребята, можете прийти, если вы здесь, и присмотреть чего-нибудь. И здесь рядом открылся электромаркет. Ну, это все для дома. Лампочки, фонари, какие-то даже колонки есть музыкальные. Очень много всего. Вот так покажу. Видите, такие ленты натянуты. Обычно всегда натягивают ленты или ставят венки вдоль магазинов, когда открытие. И вот они, видите? Вот видите, какие ездят ненормальные? А я по такой дороге езжу на велосипеде. Трындец просто. Ужас. Удивляешься народу. Как так можно ехать? Центральная улица, где много детей бегает. Вот так они ездят, как ненормальные. Так, идем дальше. Здесь тоже магазинчик. В общем, ребята, магазинами я вас, наверное, задолбала, да? Вот, продуктовый магазин. Здесь когда-то был мангал, я помню, год назад. И жарили курочку, ароматы были на всю улицу. Но сейчас нету этого, только продукты. Рядом магазин «Шок», большой магазин. Мне нравится этот магазин. Я часто здесь покупала товар. И вот так все выглядит. Это старые сите. Сите Батыя Каши. Оно давно построено. Еще по старым роликам, если кто смотрел, помните такие вот возле рынка по средам, вот эти окантовка на домах, да? С этой стороны вот этот блок, который вот так стоит, тоже нарисовано. Часто в роликах были. И здесь рядом, здесь кафе «Парадис». Можно покушать, и здесь есть кальян. Если кому нравится кальян, то вам сюда, ребята. Вот так машинки, видите, народа пока не очень, но машины подъезжают. И все время к вечеру здесь гудеж. Терраса у них здесь накрыта и идет прям до самого дома. Большая терраса. Вот так все выглядит. Вот это два дома еще не заселены. Они буквально 1,5 года назад начали строиться. Шикарные дома. Ну, это премиум класса было на рекламном щите. И рядышком, вот сегодня среда, видите, вот это вот маленькое, видно, это рынок по средам. Стационарный рынок, большой, очень классный. Я, кстати, сегодня ходила, там покупала черешню, огромная просто черешня. Очень вкусная и классная. Привет! Ребята, помимо рынка, да, вот по средам еще приезжают вот такие машинки. И привозят арбузики. Смотрите, какие. Это, скорее всего, Адана? Бахче? Адана. Саданы. Вот продавец говорит, дынями пахнет. Сколько он просит? 2 штуки за 100 лир. Видите, 2 таны, 2 штуки 100 лир. Вот такая красота. Ароматные. Вот и арбузик, видите, они небольшие, и дыньки. Так что прям собрали с огорода. Teşekkür ederim. Так, ребята, дальше идем. Здесь тоже, видите, подготовили все под коммерческую недвижимость. Полностью все сделали. Я думаю, быстро сдадутся здесь площади. Очень классные. Вообще дома шикарно смотрятся, что я могу сказать. На этой улице Турксел. Помните, я показывала видео, где можно купить карту. Вот так дома. Это новые дома. Все новостроечки. Рядом с Туркселом я покупаю сыр. Здесь очень вкусный сыр, молоко вкусное. Ну, много чего, молочка. Это все домашнее. Вот здесь беру. Все очень хорошее. Поэтому, ребята, если что, заходите. Такие, знаете, твердые сыры, ну, к которым мы привыкли. Здесь есть и по адекватной цене. Мераба. Да, якшамлар. И что у нас еще? Открылся какой-то магазинчик. Сейчас посмотрим, ребятки идут, чтобы не мешать. Вот такая вывеска.
А здесь, сейчас зайду, гляну, интересно, что-то я не видела. Здесь соки, наверное, мереба. Мороженое и сладости, ребята. Это пахлава. Ну, зайду, покажу вам, смотрите. Вот такая пахлава с фисташками, очень вкусная. Это все приготовлено. И я смотрю, здесь есть торты. Немного, но есть эклеры, торты. И такие десертики, которые небольшие. Видите, вы можете с собой взять и покушать. Все очень классно. Прохладненько, столики. Можно зайти. Видео sakıntı yok? Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Так, ребята, вот вышли мы. И смотрите, вот эти два дома, которые возле рынка по средам, да, вот смотрите, как уже сделали арку красиво. И уже все посадили растения. Так что, я думаю, скоро уже будет заселение. Вот такая красота. Я не знаю, Мосъепы, наверху написана табличка, Мосъепы. Хороший застройщик. Поэтому вдруг у вас здесь квартира, вы все увидите. А рядышком вот это детский садик, это платный садик. Стоит дорого. Сразу говорю, что в Турции дешево ничего не стоит. И здесь еще какая-то кафешечка открылась. Олис. Да, ну тоже, видите, макароны готовят, и еще мяско. Ну, заходить уже не буду. И соки, свежевыжатые соки. Вот так. Пойдемте дальше. Пока еще светло. Здесь у многих есть квартиры, я знаю, ребята. Думаю, вам приятно будет, если ваши окна, конечно, на центральную улицу выходят, а не в сторону моря. Потому что в сторону моря мне не видно, не могу показать. А здесь вот так, что-то еще открылось. Табук, мясной магазин, яйца, все, видите, прям на улице лотки яиц. Потом, я не знаю, здесь какая-то другая контора была, она, наверное, съехала недавно. Так, сейчас я перейду, машины едут. Так, детский магазин игрушек вернулся. Когда-то он был здесь, потом уехал, и потом опять. Ну, в общем, магазин игрушек для маленьких. Дальше агентство недвижимости. И Эджзана, вот маленькая, видите, это аптека. Она небольшая, но хорошая тоже. Вот так покажу вам дома. Эти дома раньше построены были, поэтому вдруг квартирки у вас здесь. Все, видите, как деревца все классно сделали. С одной стороны чистенько все убирают, но с другой стороны, посмотрите, вот срач, да? Как-то вот, не знаю, когда они научатся делать все, например, вот начали какой-нибудь участок делать и до конца привести полностью все в порядок. Так, с этой стороны магазин А101. И мы идем с вами. Если вам нужно купить что-то для животных, вот здесь открылся Pet Shop. Я когда-то делала обзор магазинчика. Здесь даже птицы, эти попугайчики есть. Поэтому, кто хочет, может прикупить попугайчика. Здесь одежда, дешевая одежда, недорогая, но обычная, знаете, на летний сезон поносил и выбросил. Два магазина, второй магазин там белье, женское, мужское, но больше как бы мужской ассортимент, поэтому вот так все выглядит. Ну и мы сейчас проедем дальше, пройдем, ребята. Привыкла на велосипеде ездить, поэтому говорю, проедем, да? Пройдем, здесь машин очень много. Агентство недвижимости и магазин сладостей. Вот здесь есть еще магазин перед магазином сладостей, орехи. Я всегда сюда приезжаю за арахисовой пастой, делаю халву арахисовую. И угловой магазин сладостей Денис Кызы. Вот, слышите, как и тормозят и ездят сумасшедшие просто. Так, я дойду до перекрестка. Раньше, вот 2 года назад, это был основной пятачок. Здесь были все магазины, они и сейчас есть.
А дальше вот не было магазинов практически. Но сейчас вы же видите, новые дома, все застроено, все магазинчики. Здесь, кстати, вот вкусная рыбка. Вы можете свежую купить, можете заказать, вам приготовят. И вот витриночка, и здесь все рыбка есть. А вот это вот Денис Козы. Здесь вкусные торты, пахлава, все свежайшее, выпечка очень вкусная. На углу продуктовый магазин. Когда-то тоже обзор делала Бронта. Ну, давно делала, год назад. Поэтому, ну, и здесь пошли по ряду кафешки. Вот была центральная улица. Видите, как бы магазинная. Здесь очень много. Первый магазин люстры, потом шторы ПРД, потом курицу, ну, тавук. Курицу все продают. И вот так по очереди очень много магазинов. Дальше большая мечеть с 2 минаретами. А на этой стороне, вот здесь, если вам нужно с компьютерами или что-то, здесь и чинят, и докупить всякие аксессуары для телефонов, для компьютера, пожалуйста. Рядом сетевой магазин BIM. И если вы чуть дальше пройдете, за ним магазин Шок, тоже сетевой. Ну а мы перейдем дорогу. Раз мы идем по центральной улице, нам нужно пройти прямо. Но здесь машины сейчас едут, видите? Подождем немножко и перейдем. Поток нескончаемый, видите, во все стороны. Вот это такой опасный перекресток. Едут во все стороны. Он нерегулируемый, поэтому очень сложно перейти. Но я сейчас постараюсь быстренько перебежать. И вот магазин электрики. Здесь мы много чего покупали. Хороший магазин. Много всего есть. Вот такая улица большая. Скоро мы уже дойдем до конца. Поэтому, ребята, не волнуйтесь. Уже не так далеко. И будет конец улицы Гази-Паша. С этой стороны бытовая. А, нет, не бытовая. Это, кстати, тоже недавно открылся магазин. Здесь и лимонады, и бытовую химию, да, продают. Но, скорее всего, это как бы оптовая цена. Поэтому нужно брать или упаковками, или большими емкостями. Так, здесь все частное. Здесь творог, сыры. Все, ну, все такое, знаете, не совхозное, а частное производство. Поэтому можно купить все домашнее. Иду по этой стороне, показываю тоже старые дома. Ну, квартиры покупают везде, не только в новостроечках. Вот. Здесь тоже все открылись. Видите, очень много. Магазинчики какие-то были, какие-то съехали, какие-то новые. Ребятишки все хотят попасть в кадр. Вот так. Все классно. Вечером хоть и влажность большая, но, знаете, солнце не печет. Очень хорошо чувствуешь себя. Ну, потерпим немножко, да? Непривычно, конечно, когда перепад температуры. Днем очень жарко, а потом к вечеру разница большая. И получается такая влажность. Вот это 2 последних дома. Это уже конец Гази-Паши. Здесь центральная остановка такси. Контора ихняя. И такси обычно очень много останавливается. А вот в этом сейчас здесь работает Хусейн. Вот в этом магазинчике. У него есть мастерская. Если вам нужно сделать ключи для дома или что-то вы, например, закрыли дом, знаете, а открыть не можете. Он приедет, все сделает вам, заменит. Очень такой отзывчивый. И поможет. И дополнительно еще магазин обуви. Здесь магазин Мигрос. Большой магазин, но мне он не очень нравится. Как бы не все есть. Ну, не знаю. Может близко идти, но больше мне нравится магазин, который у трассы Д400. Шла мимо такси где, да? И смотрите, ребята, прудики, да, сделали. Смотрите, инdoутка, утки белые. А это, я не знаю, гусята, что ли, такие? Или утята. В общем, смотрите, сколько их тут. Приближу немножко сейчас.
Вот такая красота мелкая бегает, а? Это же надо. Им так классно. Там травка растет, оливки. Смотрите, уточки. Этот под пальмочку маленькую спрятался, голова только торчит сверху. Вот такая красота. Как я и сказала, Мигрос, он вроде бы такой большой магазин, но мне не очень нравится. Дорога полностью, вот мы шли все время, очень хорошая. Видите, какая центральная, вся в разметках. Очень классно. Немного сюда сделали дорогу. А вот это вот старая школа. Я не знаю, она, скорее всего, там ничего нету. Ну, может, что-то и проходят какие-то занятия. Но в основном все дети в новой школе. Не знаю насчет школы, не могу сказать. Просто показываю, где она была старая. И сейчас еще пройдем немножечко. Я вам покажу, что есть здесь. Помимо магазина Мигрос, вот смотрите, ребята, вдруг окна ваши здесь. Это северная сторона, в сторону гор. И вот это. Тоже красивая территория. Я как-то проходила, когда еще не было завешено. Ой, ребята, да. В общем, любят сниматься. Ну, что поделать, дети есть дети. Есть кафешечка, мангал здесь, видите? Можно посидеть. И, кстати, много народу вечером собираются. Уже близко не буду подходить. Сидят за столиками. Очень много. Здесь рядом пицца. И магазин. Я не знаю, да, работает он, видите? Это Дюнасы. Вот это магазин. Там продают говядину. Вот он. Свинину и курицу. Свинина в отдельном холодильнике. В общем, ребята, если вы соскучились по свининке, сюда. Это конец Газипаши, Мигрос и вот это вот магазин. Рядом еще открыли магазин сладости, пекарня. То есть не пекарня, а кафешечка, видите, там все такое сладкое, десерты делают. И я не знаю, скорее всего, магазин Хатай. Это все сухофрукты, специи оттуда привезенные. И все, ребята, улица Газипаша заканчивается. Буквально 100 метров. Вот тут такой знак. Это уже идет трасса Д400. Так что, ребята, мы с вами прошли, прогулялись. Но фонари так и не зажглись, удивительно. Я думала, они уже будут гореть в конце. Вот такая широкая дорога. И причем, если вот чуть дальше отойти, то видно начало Газипаши и конец. Ребята, иду обратно. Если вам понравилось видео, напишите обязательно комментарий. Если у вас появилась кнопка «Захайпить», хайпите. Это все бесплатно. Ну, а если будете хайпить, YouTube видеть, будет продвигать мои видео. Поэтому не стесняйтесь, делайте от души. Ребята, не знаю, видео, наверное, получилось длинное, но я показала все, как есть на самом деле. И если вы никогда не были в Мерсине и конкретно в районе Теджи, теперь вы знаете, какая центральная улица, что здесь есть. Вы можете снять квартиру, пожить немножко, присмотреться. Захотите купить? Пожалуйста, покупайте. Сейчас очень выгодно, цены невысокие. Можете купить как дачу, а можете просто вот приезжать и отдыхать. Я не риэлтор, ничего не предлагаю. Я просто обычный человек, который показывает вам все, что есть на самом деле, и делюсь с вами. Надеюсь, кому-нибудь это видео будет помощь. Ребята, я с удовольствием прогулялась с вами по нашей центральной улице Газипаша. Много чего я даже не заметила. Понимаете, много магазинов открылось, которые я даже не видела. Потому что растут как грибы. Не успеваешь просто, пока снимаешь одно видео, где-то что-то меняется и уже узнаешь попозже. Не в день открытия. Но ничего, я сделаю обзор. Обязательно еще зайду в магазин антикварный. Мне понравился. Со стороны витрины очень интересные вещи там стоят. Я думаю, нужно обязательно сделать обзор и поделиться с вами. Ну а на сегодня, ребята, наше видео подошло к концу.
Я закругляюсь. Пойду сейчас домой обратно. Ребята, на сегодня всем пока-пока. До новой встречи в новых видео. Мы много чего не сняли, но обязательно снимем. И я, как всегда, возьму вас с собой. Все, друзья, всем пока-пока.